Победы. Самая опасная и непредсказуемая гора Тяньшаня. Она входит в состав 5-7 тысячников, необходимых для выполнения звания «Снежный барс» в альпинизме. Это звание зародилось на территории Союза и выдавалось альпинистам, которые смогли зайти на вершины пика Ленина, Хантенгри, пика Корженевской, Коммунизма и Победы. На данный момент такой список насчитывает немного больше 700 человек, но только 3 в мире удалось сделать это зимой: Сергей Селиверстов, Михаил Даничкин и Алексей Усатых. Эта вершина имеет большую историю, к сожалению, не всегда радостную. Много людей пыталась подняться на эту вершину, но не все экспедиции заканчивались успешно. Особенностью такой ситуации является то, что пик Победы стоит на границе Кыргызстана и Китая. Со стороны Кыргызстана Тяньшаньские холодные горы создают холодные воздушные потоки, а со стороны Китая, достаточно недалеко по географическим меркам, находится пустыня Такламакан, в которой преобладают теплые воздушные потоки. И так как гребень Победы находится практически на 7000 метрах, это природный забор, на котором сталкиваются холодные и теплые воздушные массы, вызывая очень сильную непогоду. Сильные ветра и обильные снегопады закрывают возможность спуска группы вниз. Это погодная ловушка Победы, которая создает самую большую опасность на горе. Также расстояние в одну сторону от Важи-Пшевелы до вершины равняется примерно 4,5 километра на высоте выше 7000 метров. Все эти факторы в совокупности делают восхождение на Победу достаточно серьезным мероприятием, к которому вы должны готовиться. Ну и, конечно, помимо хорошего плана, нужно большое-большое везение на горе с погодой. Так, ну остатки от упавшего вертолета. Движок выделяешь. Ну вот еще фюзеляж. Так, ну я вот наконец-то добрался до старого лагеря. Ага. Такой капитальный был. Столики вот такие. Дом с привидениями. Да. Ну, природа все тут подровняла, конечно. Вот этот домик как-то еще держится. Надо зайти, глянуть. Ну, похоже, поприличнее. Тут ребята, когда зимнего барса закрывали, тусовались. Куницы, как обычно, нагадили. Мой год рождения. О-о-о, раритетные вещи. Ну и вот банька тут. Внутри там ведра всякие стоят. Крутяк вообще. Баня из сруба. Представляете? Умывальничек.
коллективное блогерство. Да. В одной руке Давайте, дрон, перекрестное. в одной руке дрон, в другой GoPro. Дрон не урони, пожалуйста. Да. Второй не надо. Да, кстати, Мы Саня летим. в экспедиции один дрон потерял. Я уже, да, горе подкинул дрончик. Я бы разделил гору на 3 участка. Первый — это прохождение до перевала Дикий через ледопад, который вы сейчас видите перед собой. С каждым годом ледники по всему миру становятся все хуже и хуже. Мировое потепление, таяние, и мы искали линию прохода, которую вы сейчас видите. С помощью дронов делали разведку, вспоминали, где Дима Павленко провешивал в прошлом году перила, собирали информацию визуальную, но, конечно, нам очень помог дрон для определения линии выхода. В целом, когда вы подходите к этому месту, уже никуда лезть не хочется, потому что над вами висят многотонные ледовые глыбы, и вообще не хочется туда лезть, но нужно найти такое игольное ушко, через которое в первой половине дня до солнца вы можете безопасно пройти. Далее вас ждут серия здоровых трещин, которые дальше я постараюсь где-нибудь сделать вставочку. Большие мосты, такие кислые, страшные, и выход на перевал под лавиноопасными склонами. Выходить на перевал нужно максимально, минуя стену Победы, держась от нее подальше. По старой линии маршрута заход на перевал был максимально слева, не там, где сейчас я показывал. Но в данное время это не самый безопасный путь, потому что как только мы поднялись на перевал, какой-то сирак, упавший со стены с большой высоты, быстренько накрыл пылью всю эту линию старую, поэтому лучше ходить по нынешней. Ну и третья часть — это от Важи-Пшавелы до вершины, где есть под обелиском, под основным взлетом 6-й лагерь, который иногда ставят, иногда не ставят, в зависимости от группы, от силы и от погоды. Ну что, 3 августа. И мы начинаем идти во 2-й лагерь Пика Победа. Вот ледопад, который группа Семенова провесила. Яна, Артем, Дима. Пожелаем нам удачи. Сыпет уже что-то. Так, ну, вылезли ледопадик. В этом году он, тьфу-тьфу, спасибо, приятный. И группе Семенова отдельная благодарочка. Да, Бурятского, Семенова-Бурятского. Вот мы только свалили. Бахнул сиротек. Но мы там, да, в том райончике проходили. Вот почему классический путь, который на ледопад левее намного, почему вот я был против него. Почти вышли на перевал, вон ребята там тропят вверху.
счастливая. Короче, приперлися в пещеру на 6700. Пацаны спят. А у Сани там личная комната, вон отдельная. С полочками, лопатами там. Крутяк. Яна будет заходить в палатку через, как вы думаете, что? Правильно, через попу палатки. У палаток есть попы. Как это работает? О, и туда. Нет, прости. Короче, смотрите, Fast and Light. Вагон-ресторан. Общага. На 5700. Саня, Где там этот наш? какой ты дальновидный. Спасибо тебе большое, что ты взял вот такую большую палатку. Ну, наконец-то прозвучала эта Очень фраза здорово. заветная. Где? Вот голос слышу, а щек не вижу. Так, ну что, утро. Третий лагерь. Вот вся ватага готовится. Я заготовлюсь, да. Что там? Что? Да что, А, это съемочка. камера? Ну, пока хорошая погода хоть. Маршрут снять, может кому-то будет полезно. Маршрут, короче, вот туда на скалы. Тыгдым на 6400. Вот такая работа по пути на 4-й лагерь. Женя Токарев фигачит вверх. Мы тут страхуем. Дядя Андрей, вон Яна. Рядом. Так, ну продолжаем работать. Почти 6000. Банда ребят. Яна выходит. Так, сидим тут с Женей, видами любуемся. Смотрим, Красота вообще насколько на 6100 почти. неимоверная. Насколько ледники потаяли. Так вот. Хан. Ну а нам рваная палатка, нам туда куда-то. Так, ну что, почти пришли. 4-й лагерь, вот он там. 6400. Вон Жека уже умаривает. С бомбическими видами. Виды просто фантастика. Вон стена военных топографов. Победа вон вверху. Так, 6400. Табличка. А у нас еще 2. Сейчас пойдем разведывать. Есть вот местяк. Ну, он такой себе. Глянем. Утречка. Доброе. Вот тут как куры в снегу. Замечательно. Утро. Так, ну что, ветерок у нас утих, к счастью. Мы вышли на старые перила, чуть-чуть обошли. Я налезть, потому что, ну, их тут не очень видно, они вот такие ушатанные. Дальше наверх, на Важу Пшавелу. Сакартвелос Гаумарджос. Привет моим грузинским, испанским друзьям. Продолжаем работать в сторону Важи Пшавелы. Это вот туда.
Но вон верблюд с карнизами. Победы вершина с флажком. И, кстати, вон штука на ушбу похожая. Вон там. Прям очень, только ушки поменьше. Хан. Оба. Тёма на 6. Сколько там? 600 уже почти, наверное. 6550. Дубасит тут на фоне вершины Победы. Техникой упорото-распоротого тигрика. Снежного тигрика. Белорусский тигрик. Мяу. Вот он раз слазил, говорит, не, мало, хочу еще, там вид красивый. Полезу еще раз туда. да, И прется вот это. Рюкзачищу тащит. Видали, какие перила козырные на 6800. Работаем. Вон, ребята. Так, ну, минуточка промоушена. За веревочку извиняюсь, чтобы не потерять камеру. Мы вот идем в 5-й лагерь на пике Победа. Это Тянь-Шань. Он находится на границе Кыргызстана и Китая. И вот топаю я сейчас в такой классной курточке. Модель называется фирма Монтура, модель Эйгер. Это от моих ребят из Альбиндустрии, от партнеров. Ребят, спасибо. Вот синтетическая куртка 6800. Ну, как вы сами видите, да? Удобная, легкая, офигенная. Я сделаю еще на нее обзор. Она подходит для скитура, для технического альпинизма. Ну и, как видите, для высотного, серьезного альпинизма. Ну и моим друзьям из Пецель. Ребята, спасибо. Это ледоруб, который был на зимнем пике коммунизма, где ребята очень помогли нам снаряжением. Спасибо. И это подарок самого Сергея Селиверстова, первого зимнего снежного барса. Я надеюсь, этот подарок нам поможет тоже выполнить наши цели. Ребята, спасибо за качественное снаряжение. И обзорчики будут позже, когда, я надеюсь, мы закончим нашу задачу здесь. Всем спасибо. Еще спасибо Мише Горьковому за кошечки. Дарт. Офигенные технические кошки. Ну, тут, конечно, их жалко чуть-чуть на скалах на Победе, но зато они надега. Идем. Ветер, не ветер, а мы хотим наверх. Утро, караван, туда, где нет лета, по круглому кругу, в лучах солнца света, загружены плечи, как будто картечью, 6820. и все живое теряет в весе, здесь Поднебесье. 7000 высоты, где лишь самолеты во власти пилота легко разрывают врата небосвода. А наша работа от крови и пота почетна особо, ведь мы ближе к Богу на этой дороге. Здесь с траурной лентой. Ну что, мы на Важи Пшавеле. Привет моим грузинским друзьям. Афи, Ге, ну и, собственно, всей Грузии. Тему. Сакартвелус Гавмарджос. Вершина, на которой ваши альпинисты тусовались еще много-много лет назад. А вот Китай. Очень красиво. Первый раз мы с Яной видим Китай. Они там едят рис.
И привет, конечно, Барсовичу. Барсович! Сергей Сильверстов, который. Победы в истории вечной. Победа! Царицы победы. Здесь камень, где дети Спускаемся с Важи. стоит обелиском. За тех, кто пропал, навеки стал близким. Сегодня с востока задуло жестоко. Мой друг на пределе, в сетке прицела. Скоро неделю, но надо держаться, чтоб не остаться на этой дороге, которая ведет понемногу. Траверсируем этот чудный верблюд. Ужас. Туда карнизы, направо по 20 метров. А тут склончик такой себе. Интересненький. С ледоруба. Со свежим снегом и подложкой жесткой. Да. Неприятно. Я подобосрался, пока торопил. Ну что, мы пришли в какой-то 6-й лагерь. Дядя Андрей идет целью. И вот эти клятые верблюды, будь они неладны. Вот счастливая банда. За 7 часов дошли. У-у-у! И вот он, обелиск. Там вон вершина где-то, короче, туда куда-то. Так, вот у нас лагерь под обелиском, вот таких форм красивых. Вот у нас Турбаяна. Турбаяна, поможите нам лапонькой. Сейчас она отдохнет и начнет улыбаться. Будем тут. Зато мы тут все поставим. Вроде следов снега нет. Ой, камней. Поэтому ставим лагерь. Ну, а теперь полетаем выше 7000. От обелиска и до самой вершины. Наслаждайтесь.
Сейчас вы видите уникальные кадры, пустыню Такламакан и Китай. То, что видели только восходители на эту гору, и, возможно, никто никогда там не летал. Хочу сказать спасибо Сергею Подлаю, который успел вовремя передать на Южный Нымчек мне дрон, когда я потерял свой на Хане, потому что без него этих кадров бы не было. Ночью из 6-го лагеря, вот сейчас вы видите обелиск, это является 6-м лагерем, 7000, вы можете увидеть огни дорог и поселков Китая. Уже меньше, вон прямо выход в горло. Вон, видишь? Вот, вот прям сюда. Вот такой мерзкий микс. Приходится лезть. Маршрут правее, но там склон к нему подводил плохой. Кто хочет увидеть, что из себя гребень Победы представляет, это самое простое. Вот это прям красота. Задолбает. То есть под вот этим надо сделать ровную безопасную тропу для всех, без точки страховки. Потихонечку подходим к вершине. Вот такие виды. Победе главной. Идти хрен знает куда, честно говоря. Китайский поход. Натропились, натоптались. Ну что, 8 число, без 15 час. Мы на вершине. Пик Победа главная. Вот высота. Так, даже 7440. Даже на метр больше. Девчонки, с прибытием. Вот панорама. Офигеть. 12 лет я тут хотел побывать. Прикиньте. И скажу вам, очень тяжелая, длинная, сложная гора. Просто капец. Ну что, и отсюда хочу передать привет людям, благодаря которым я тут оказался. Паше Воробьеву, Сергею Селиверстову, тем, кто меня научил ходить в высоту. Серега, ледоруб с коммунизма. Привет, Паша, Серега и всем ребятам, Ерохин, всей нашей команде зимнего коммунизма. Привет, с победой! Уа! Наконец-то. А, еще забыл. Леха Усатых. Смотри, в каком комбезе. Леха, займи за девушками место, я сфоткаю. Комбез коммунизма. Залез на победу. Спасибо, друже, тебе. Ну и, конечно, привет всем моим друзьям, кого я знаю, кто меня знает. Отдельно Юрию Зайнулину, всем нашим альпинистским друзьям, Михалычу там, всем нашим друганам горным, школе МГА. Ну и отдельный привет, конечно, семье, маме, детям, сестре, племяннице. Ну чё, я сделал свое дело, 12 лет. 19 лет до снежного барса. Класс. Поздравляю. Крутая, самая сильная. Я выполнил свою Из мечту. девушек, что я видел. Так, еще с Пика Победы передаю привет моим друзьям всем из Кыргызстана. Всех, кого я знаю, кто меня знает. Кыргызстан, привет. Самая сложная вершина Тянь-Шаня и не только. Победа, пик.
Кыргызстан прекрасная страна. И вот, посмотрите, какие у вас здесь красивые горы, которые любят иностранцы. Цените свою природу. Серега, Жека Потлай, ну и Макис, вся наша банда, Йома, все каракольские пацаны, всем-всем, Костик, Вася, всем-всем-всем привет, посмотрите откуда. Это гребень Пика Победы, это Хантенгри, а это вершина Пика Победы, пацаны. Это Китай. Максат Байке, салам. Ну, в общем, всем каракульским, джиргаландским пацанам, ну, потлайчикам, особенно, конечно, всем нашим бишкекским друзьям, с кем мы знакомы, всем привет. Ахат, салам тоже. Предвершинный гребень Победы снизу кажется обманчиво коротким, но это не так. Часто в непогоду некоторые группы доходили до вершины, которая казалась им главной, но на самом деле оттуда до основной вершины где-то примерно еще час ходьбы. Нам очень повезло с погодой, и именно поэтому вы сейчас видите впервые, и это первые съемки с Победы, реальную вершину. Она находится на другом конце гребня. Сейчас мы летим в обратную сторону, в сторону Важи-Пшавелы, и вот посмотрите, насколько он не маленький. Когда вы поднимаетесь вверх, некоторые карнизы, вот сейчас которые на уровне горизонта, они кажутся обманчиво выше основной вершины, но GPS-точка именно там, где вот сейчас находится флаг. И как вы видите, далее гребень понижается уже в другую сторону горы. А сейчас немного нудное, но полезное и показательное видео
для того, чтобы вы представили, как выглядит из себя отрезок под названием нож. Этот участок гребня, который ведет от обелиска Птица, так называемого, большой кусок скалы, вверх. Его особенность заключается в том, что вот сейчас вы, например, видите, да, такая тропа, кажется, хайвей, но на самом деле камера достаточно четко показывает крутизну градуса южного и северного склона. Южный склон налево в Китай, а северный направо в Кыргызстан. Точки, ледобуры крепить там просто негде. Тащить фирновые якоря на всю гору и на весь гребень длиной, если брать от Важи Пшавелы, да, до вершин там 4,5 километра, ну никто такой груз просто туда не утащит. Поэтому этот участок проходится в одновременной связке и осуществляя страховку за счет просто вашей техники передвижения по снежным гребням. На спуске с вершины, на самом деле, я достаточно устал, и когда мы спускались, я попросил Яну немножко меня подстраховать выше на гребне, ну и как бы на спуске, потому что много сил ушло на подъеме вверх, особенно на этом участке, потому что, вот видите, сейчас мы выходим на северный склон, он под действием ветров сформировал такой задутый плотный снег, такой барабан. С южной стороны склон протоплен солнцем, он достаточно мягкий и легко соскальзывает, поэтому двигаться нужно именно по гребню, что иногда достаточно непросто давалось. Особенно на пути вверх, когда нужно было это все тропить. Такой походкой Чаплина, одна нога у тебя в кислом снегу, другая в твердом задутом, и в этом всем надо было проложить какую-то корректную тропу для того, чтобы люди, идя на равновесие, с учетом, что справа-слева у вас опоры никакой нет. Ну и страховка — это только вы, напарник и веревка между вами, ледорубы, все. Я снимал отрезок, когда ребята из Ирана как раз проходили траверсом, дальше будет участок, достаточно такой крутой на южную сторону, и один из них соскользнул. На самом деле ему помог только второй, который удержал его на веревке, ну и на ледорубе. Вот, кстати, сейчас мы встречаем тоже парня из Ирана, который почему-то достаточно с низкого лагеря, даже не с 6-го, не с 5-го, он откуда-то вообще чуть ли не, я вот не помню, или 6400 вообще, или 6800, и направлялся в сторону вершины. Ну, видимо, у него был какой-то свой план дойти с нижнего лагеря до вершины одним переходом. Ой, бля, улетел один. All right? С парнем, который сорвался, все в порядке. Это связка из Ирана Али и Хамед. Классные ребята, они сходили на гору и спустились успешно в базу. Вот, если вы пойдете на вершину, имейте в виду, что вот на этом участке вам встречается, например, группа навстречу, вниз, вверх, неважно. Тут в плане того, чтобы разбежаться, надо прям так, попрыгать. Позаниматься немножечко эквилибристикой. Видите, вот Яна сейчас спускается, и там она спускается уже на передних зубьях, да? То есть вот под мягким снегом с юга, там такой плотный ферняк, который уже так, это еще не лед, но очень плотный. И вот в участках, вот в таких, как сейчас видите, да, когда выходишь уже полностью всей тушкой на одну сторону гребня и крутого, достаточно неприятно, потому что там дальше ребята где-то пососкальзывали, будет след, будет видно. И надо прям вот, кстати, он виден, с ледорубчиком там так аккуратненько топать, потому что вы идете в двойке с одной стороны гребня, со второй там не всегда получается, потому что где-то могут карнизы быть, где-то рельеф там другой.
Самое безопасное передвижение по такому рельефу, если оно, конечно, возможно, вы с напарником становитесь по двум сторонам гребня, укорачивая максимально веревку, в среднем 2 метра, иногда больше, иногда меньше, в зависимости от рельефа, и двигаетесь параллельно без провисов. Ну, на Победе, на многих участках, также и здесь, это не везде возможно, потому что иногда вы вынуждены двигаться налево, потому что далее линия ведет именно в эту сторону, и у вас просто нет выбора. Ну, это так, это небольшое техническое отступление для понимания ребятам, которые, возможно, только начинают заниматься альпинизмом, на конкретном примере видео, да, как лучше работать с гребневым рельефом и где какие могут быть опасности. Потому что, конечно, если человек идет уже на серьезные семитысячники, то это подразумевает, что у него достаточный опыт для таких восхождений. Ну, а опыт, конечно, вы можете собрать только в горах, только на альпинистских, спортивных выездах, технических тренингах. Посещайте, не пренебрегайте этим. А вот как раз вы видите место, где парень из иранской связки подскользнулся, и как раз в этом случае опыт напарников и веревка сработали в положительную сторону, остановив падение. На самом деле больше зависит от человека, конечно, потому что если оба в связке не умеют рубиться и они связались веревкой, ну это даже хуже. На самом деле я оставил специально это долгое нудное видео для того, чтобы вы поняли один из кусков, где на Победе постоянно какие-то вот происходят истории. Вот как раз на таких крутых гребнях, траверсах. Там было еще в начале фильма, да, как мы траверсировали знаменитого верблюда. Я, честно говоря, не знаю, почему его называют верблюдом. С другой стороны, когда смотришь, вы потом увидите, вот, кстати, тоже я тут чуть не чирикнул. Там он похож на барсика, не знаю, какой верблюд, там прям морда кота какого-то, ну, прям котика, ну, посмотрите, у кого фантазия хорошая, там это будет видно. Но не в этом разговор, а в том, что много траверсов по южному склону проходит, по северному, ну, отважи там практически их нет, может так. Когда-никогда, в основном больше по южному идут, как раз по раскисшему, если там свежий снег. Вот надо быть осторожным, потому что как раз какие-то истории именно происходят на траверсах. Ну а теперь пролетим со стороны вершины в сторону Важи-Пшавелы через 6-й лагерь и посмотрите, как выглядит гора в этой проекции. Это уже сторона Китая.
Утренний конденсат палаточки. Мы уже к этому, наверное, привыкли. Наверное, нет. Что вы скажете? Ой, рожа. Здесь вот это у нас такое дело по утрам. В погоду мы возвращаемся. Вот в такую погоду это сейчас успокоилось. Так, эпическая. Бичевание. Как же это? Общага. Горная общага. Коммуналка. На 5800. Вот тут бедно. Меня не видно. Она в Я тени. здесь. Она в тени. Короче, высокогорные бичуганы. Спускаемся с горы, понимаете? Вот. У нас тут вот такой вот еханый бабай. Вот такое у нас чудное утро. А почему, как я снимаю, дуть перестал? Где все вот это? Где вся эта жесть? Скажут, что мы исполняем тут, что у нас тут все хорошо. Безветренно, в смысле. Вот что значит склон на победе после одного снегопада. Смотрите. И посмотрите градус. Соответственно, возникает вопрос о лавинной безопасности. Идти с уклоном становится все более стрёмно, я вам так скажу. Сейчас надо подумать. Завершающий спуск с ледопада Дикий. Пяу. Ура! Ой, надо валить отсюда. Хотел сказать, мы в безопасности, но почти. Вот там будем. Я думаю, вы из предыдущих кадров поняли. Нам удалось подняться на самую сложную вершину Тяньшаня, самую опасную гору Тяньшаня, пик Победы. Мы еще не проверили, но, возможно, получился какой-то исторический рекорд событий, не знаю, как правильно называть. 17 человек в один день зашло на вершину пика Победы. И все благополучно, кто сегодня утром, мы вчера спустились в базовый лагерь Южный Ныльчек. Это удивительное и какое-то фантастическое везение, потому что нам очень повезло с погодой. У нас только полдня был снегопад, мы спустились безопасно, все в полном составе. И я надеюсь, завтра уже вертолет будет в Каркару. Очень красивые виды оттуда, я вам честно скажу. В Китае там целые дороги, поселения построены с той стороны. Вот здесь все дикое,
на десятки километров, да, кроме вот нашего лагеря и северного Инельчека. А там жизнь, там ближе подходят, ну, низкие горы, быстро обрываются, и там какие-то поселки, дороги, фонари, там целые магистрали освещены. И когда ты на все это 7000 смотришь, это как такая маленькая крыша мира, да, крыша Тяньшаня, я бы так сказал. Ну что, спасибо, спасибо, Победа, что пустила и отпустила. У нас получилась очень хорошая, сильная международная команда. Помимо погоды, это дало основной эффект успеха всего мероприятия, потому что, ну, как бы маленькой командой Победу ходить — это очень сложно. Еще много ребят из команды закрыли снежных барсов. Это тоже очень знаковое большое событие, которое просто очень нас порадовало. И я честно скажу, я был очень горд ходить именно с этими ребятами на эту вершину, потому что многих я знаю, мы с ними где-то пересекались в горах, где-то что-то ходили. Это надежные, хорошие люди. И спасибо, ребята, всем, кто был на этом восхождении рядом. Также с нами был легендарный Андрей Целищев. Почитайте, кто это. Андрей в команде в 90-м году сходил траверс Победа Хантенгри. Никто ее до сих пор не повторил, и я что-то сомневаюсь, что кто-то это сможет повторить. Легендарный, сильнейший альпинист сборной ЦСКА. С дядей Андреем было отдельной честью стоять на этой вершине, ходить эту гору. Дядя Андрей, спасибо. Я мечтал выполнить снежного барса 12 лет. И эта идея у меня зародилась в Крыму еще в 2011 или 2012 году примерно, я уже точно не помню. И на большие горы я попал в 2018 только, благодаря Ассоциации горных гидов КМГА, Кыргызстан Mountain Guide Association, и в частности Павлу Воробьеву. Паша, спасибо. И на самом деле вот это восхождение, я считаю, заслуга двух моих хороших друзей, это Павла Воробьева и первого и единственного человека, который ну, точнее, их трое, но первый, кто сделал этот проект и выполнил зимнего снежного барса, Сергей Селиверстов. Именно эти люди научили меня ходить в высокие горы, замотивировали, и я думаю, это восхождение большая часть их заслуги. Спасибо, ребята. Все я рассказать не смогу, что мы видели, что мы там переживали, ощущали, но хотя бы какую-то часть, то, что я считаю своим маленьким делом, да, зачем я это все снимаю, показывать вам изнутри, как, что такое альпинизм, как он происходит. Вот. И погода. Это было круто. Это было круто. Это восхождение точно что-то поменяло во мне, я думаю, не только. Всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, смогу вас чем-то порадовать интересным и увлекательным для вас. Скажи мне, друг, ты слишком много плавал по обилием вершины облаков. И если вдруг в походе ты устанешь, тебе поможет светящий в небе круг. Давай разгон на бешеной планете, тебе отсюда никуда не убежать. Веди свой вертикальный путь к несущейся комете, пока еще ты можешь нам об этом рассказать. На южном Инельчеке горы дают чеки, сколько пробежали, а сколько там еще. На южном Инельчеке все пилигримы дети, смотри в лицо победе, непокоренная ее. Оставь в покое все, там дует свежий ветер. Приедь, посмотришь на тяньшанские снега, и
белый вертолет появится на небе, и ты услышишь шум летящего винта. Внутри борта, на рюкзаках, баулах мы пролетаем над телом ледника, и холодом из иллюминатора подует. Смотри, как много истории в камнях. На южном Инельчеке горы дают чеки. Сколько пробежали и сколько нам еще. На южном Инельчеке все пилигримы дети. Смотри в лицо победе, непокоренное ее. В палатке ловит связь, дядя Дима отдыхает. Смотря на Хан, он вспомнит гималайские ветра. И радиоволна прям до вершины добивает, прорезав звуком густые облака. Беги наверх, пока еще ты молод, пока горит внутри огонь побед. Останутся следы за самым небосводом, и путь твой будет виден через много лет. На южном Инельчеке горы дают чеки. Сколько пробежали и сколько нам еще. На южном Инельчеке все пилигримы дети. Летим к своей победе, не ломается крыло. На южном Инельчеке горы дают чеки. Сколько пробежали, а сколько там еще. На южном Инельчеке все пилигримы дети. Смотри в лицо победе, непокоренное ее. Ну что, мы вернулись в мир людей из мира камней и снегов. Странное ощущение, я еще не совсем здесь, да, как-то ментально, скажем. Запахи, трава, вот идем кушать. Но мы еще пока там. Мы еще на Инельчеке, мыслями, ощущениями нужно перестроиться, привыкнуть вновь к ритму города, как я иногда говорю, к странной беготне людей, непонятно зачем и куда они все бегут. Но мы здесь, мы спустились в безопасности, и мы этому рады. Спасибо. Что? Я не знаю, что сказать. Что мысли путаются. В общем, спасибо, что вернулись. Ясно.